in America there are different laws in different states. В Соединенных Штатах Америки в каждом штате будет свой закон, регулирующий поведение взрослого в случае агрессии подростка. And you need to be very careful because you could go to jail if you do it wrong. И в Америке, например, нужно быть очень взрослым, осторожным, потому что он может попасть в тюрьму за неправильное, неподобающее обращение с подростком, который ему угрожает. Okay? So you need to know the laws of your community for parents and for foster parents as to how to handle this. И вам очень важно узнать законодательные акты и нормы, которые регулируют взаимоотношения приемных родителей или усыновителей и детей. Что делать в случае агрессии со стороны подростка? I think that I know of there have been 2 situations at the harbor where we've had to call the police. То есть у нас в пристани было, по крайней мере, 2 случая в этой моей практике, когда нам нужно было просто вызывать уже полицию. There was a teenage girl that was taking a knife from the kitchen that was going to go after the other girls. То есть одна девушка, например, она с кухни взяла нож и стала нападать на девочек, которые живут в жилой программе тут же в квартире с ней. Okay, so the caretaker simply got all of the other girls into one room and locked the door. То есть, а наставник, все, что она смогла придумать, она всех девочек закрыла просто под замок в одной из комнат, чтобы защитить их просто. And called the police. И тогда она вызвала полицейский наряд. Okay, and they came and they took her. И они приехали и забрали ее. Then, so those kind of situations, you need to know what the laws are. И вам очень важно узнать местное законодательство, как вам себя вести правильно, чтобы вам потом не отвечать перед законом. Where is this? I want to show this clip. I have to find this clip. There's another situation when the kids are out of control. Есть еще одна другого типа ситуация, когда ребенок выходит из-под контроля. But we can help them control their behavior. It's not like physically threatening. И этот второй подуровень не является физически опасным. То есть в первой ситуации была угроза жизни людей, или наставника, или родителя, или других детей. Во второй ситуации угрозы непосредственной физической нет. Просто сложная ситуация, и ребенок не слушается. Вот в этом случае вести себя нужно иначе. We're going to try to look at this. И мы сейчас найдем этот видеоклип, который показывает. Ну, это очевидно, да? Есть угроза, нет угрозы, да? Okay, in this situation, here we go. This little girl has been, she's at camp. То есть это девочка в лагере. And Игорь Александрович. Он это записал у нас. Да, покажите нам, какую кнопку жать. Правда, ничего не гарантирует. Мы забыли, что делать это. no, I went to a different file. Maybe you can tell him I went to a different. Да, она просто в другую программу зашла. А, вот. Это нет? Это где паровоз едет? I'll try it again. Is it there? No. Yes. Okay. Okay, so this little girl you will see is out of control. И вот девочка, которая слетела с катушек. She cannot possibly get herself in control. Она сама себя в руки уже взять не может. And so we're going to see how Dr. Purvis deals with it here. Мы сейчас увидим, как доктор Первис. Дайте мне ее в руки. Поговори со мной, поговори со мной. Я бежала, меня остановили, мне не дали добежать. Словами скажи, словами скажи. Они тебя остановили, а ты хотела бежать дальше, да? Look how she's controlling her legs. Смотрите, как она держит их ноги. Давай, успокаивайся. Успокойся.
Я такая злая, вы меня бесите. Это хорошо, словами, молодец, словами говоришь. Я досчитала до цифры, они не дали мне сделать задание. Я считала, сколько... Она вращалась на карусели, и она по счету хотела дойти до определенной цифры, ей не дали дойти до этой цифры. Давай, возьми себя в руки, давай. Если ты не будешь себя контролировать, я буду контролировать тебя. Давай, помоги мне. Помоги мне. Мне было так тяжело. Ну, помогай мне. Может быть, воды тебе? Давай, что хочешь пить? Ты хочешь что? Лимонад хочешь? Лимонад? Принеси мне, пожалуйста, лимонад. У нас нет лимонада. Возьмите $1, купите в соседнем магазине. Что, трудно дойти? Да, лимонад. Мы обязательно тебе сейчас дадим лимонад. Какой лимонад у тебя любимый? Что ты еще любишь, кроме лимонада? А у тебя любимая еда есть какая-нибудь? Нет, никакой еды любимой нет? Смотри, как ты успокаиваешься. Ты хорошо, ты справляешься. Сейчас принесут лимонад. А знаешь, что еще произойдет через минуту? Знаешь, что будет? Я хочу домой. Мама вернется через 5 минут. Мамочка придет забирать свою красавицу. А вы скажете маме, что я плохо себя вела? А можете не говорить маме, что я себя плохо вела? Только не говорите, что Эбби плохо себя вела. Пожалуйста. Мы ей не скажем, дорогая. Дорогая, ничего ты не испортила. Просто все, не получилось с первого раза у тебя. Слушай, ты знаешь, у меня сегодня с утра была проблема. Хочешь, расскажу тебе про свою проблему? Ты знаешь, я приехала в лагерь, и я устроила истерику. Знаешь, я сегодня перед лагерем плакала. Я села на траве и плакала. Я села на траву и заплакала, потому что я не знала, как помочь вам всем. Знаешь почему? Мне так сегодня тяжело, у меня такое плохое настроение было. Я расстроилась, и я так устала, я плохо спала ночью. Знаешь, я такая устала, проснулась. Представляешь, что у меня сегодня истерика была. Знаешь, что это то, что со мной произошло? Да, видишь, у всех бывают истерики. Я так устала, может быть, поэтому у меня истерика была. Да, видишь, нет проблемы никакой. Ты ничего не испортила. Ты не испортила. Ты замечательная девочка. Ты такая солнечная девочка. Мне так нравится тебя видеть в лагере. С тобой так хорошо. Смотри, нам принесли, вот, жидкость нам принесли. Лимонад? Не хочу сейчас. Так, ну давай подождем. Слушай, да, давай. Ну что, хочешь лимонад? Ну давай, хорошо. А, вот лимонад пришел. Could you see that a little bit? То есть чуть-чуть хотя бы видно было? Да. Okay. Ну, конечно, на лице там. Yeah. Okay, that is such an amazing clip. Мне кажется, потрясающее видео. So in about 7 minutes, she has completely calmed this girl. Вся ситуация заняла 7 минут. За 7 минут она полностью ее расслабила и успокоила. Could you tell how out of control that girl was? То есть вам очевидно было, что она вообще просто не могла себя контролировать, эта девочка. So when it started, there were 2 caretakers there. То есть, когда началась истерика у девочки, там 2 наставника рядом с ней находилось. Because she was throwing a fit and she was kicking. То есть она, в принципе, пиналась и била руками, кулаками взрослых. And so they were afraid that she was going to hurt То есть herself. они, в принципе, ее пытались удержать, хотя бы, чтобы она себе не причинила вреда. And so one had her feet and one had her arms. То есть одна наставница держала ноги, а другая держала ее за плечи. Okay? So it was clear that this girl was not able to regulate То herself. есть и было видно, что она уже себя сама взять в руки не сможет. Okay? So at this point, they need our help to help them get under control. И вот на этом уровне ребенку нужна помощь внешней регуляции для того, чтобы обрести самообладание. So the whole time, though, Dr. Purvis is trying to encourage the girl to work with her. И она постоянно призывает девочку: работай со мной, поговори со мной, договорись со мной. Okay?
What else did she do to help calm this girl? Как еще она попробовала успокоить девочку? Отвлечь вопросами. На Yes. себя перевела, что она And заболела. Yes. she told Да, them вчера the тоже story. плакала. Yes, that was very На powerful. себя. То есть и она просто на себя перевела стрелки и рассказала, что у нее было. And so when she told the story, it normalized the girl's hysterics. То есть и истерика у девочки прошла, когда она услышала историю взрослого. Она Okay. стала сопереживать. Yes. And so again, she was leveling the correction at the behavior and not at the little girl. И обратите внимание, что она не пыталась акцентировать внимание на самой девочке, она все время пыталась исправить поведение. She said everybody has hysterics from every now and then. Она как раз сказала, ты знаешь, у любого человека может произойти истерика. Время от времени мы все истерим. Okay. So what else did she do to calm the girl? Что она еще сделала, чтобы девочку успокоить? Она ее все время гладила, Да. вытирала слезы, говорила там солнышко, ласковые слова ей говорила. Yes. And I don't know if you noticed in this clip and the other one with the little boy, how she's holding them close to her. Вы обратили внимание, как близко и сильно она прижимает к себе? Okay. So they feel her calmness. То есть они чувствуют ее спокойствие. Okay. That's powerful. We affect each other. There is like an electrical connection. Знаете, получается на каком-то электрическом уровне, она понимает, что она спокойна, и она подзаряжается этим спокойствием. And she's also rocking them. И она их укачивает. Вы заметили, как она укачивает их? Okay. Again, we're going back to the attachment cycle. We're taking these kids back to when they're little bitty babies. Вспоминает цикл привязанности, что она делает? Она относится к ней как к малышке, как к младенцу. Как мы успокаиваем младенца? Мы его качаем и прижимаем к себе. Okay. This was a big little girl. То есть эта девочка была уже не совсем маленькая, скажем так. Okay. She did have to put her legs around the girl's legs to control her from Вы обратили kicking. внимание, как она своей ногой прижала ноги у девочки, чтобы она не могла ими пинаться? But she didn't do it in a threatening way. То есть, но она очень спокойно это сделала, без угрозы. Okay. And she's calming her and doing all these other things at the same time. И она одновременно делает несколько разных вещей. Обратите на это внимание. So there were two other things that happened that were really important Еще in that две clip. вещи произошли, которые очень важно отметить. I don't know if you could see when the little girl calmed down. Там, может быть, вы не заметили, в какой момент девочка успокоилась? Did you see it? Видели, когда у нее успокоилось лицо? When she asked her, "Do you want something to drink?" Она спросила, хочешь выпить что-нибудь? Okay. Before that, Dr. Purvis is saying, either you help yourself or I will help you. То есть доктор Перес говорит, либо сама ты успокоишься, или мне нужно будет тебе помочь. And she threw her head back and she said, "I don't need any help." И девочка забрасывает голову и говорит, да помощь мне никакая не нужна. Really? Да, правда? But when she asked her, "Do you want something to drink?" Но когда она задала более конкретный вопрос, хочешь попить воды? Моментально, she said, "Yes." И она сразу же реагирует, да. Okay, this was the moment it started to calm her. То есть из этого момента девочка начинает постепенно успокаиваться. Okay. So when Dr. Purvis was telling her her own story about, "I had a fit this morning," И когда доктор Первец рассказывает про свой пример, случай своей жизни, что у нее там произошла истерика небольшая, did you catch what she said about her mother? вы заметили, что девочка говорит про свою маму? Да, she was afraid that her mother is gonna find out. Yes. Okay. So what does that tell you about what she normally hears? То есть как вы думаете, что обычно она в таких случаях слышит от своей мамы? О, какая она. Yeah. I have an idea that this little girl has ruined a lot of days at home. Я подозреваю, что очень много дней пошло на смарку из-за поведения этой девочки в семье. Okay. And so she's used to hearing how bad she is, how she ruined the day. И она привыкла к тому, что ее винят в том, что из-за нее все пошло наперекосяк, и что это ее вина. Okay.
And so Dr. Purvis again is normalizing this for her, and she's saying, this happens to all of us. И доктор Перес как раз говорит, неправда, с нами со всеми такое может произойти, с каждым. And she moves beyond the correction back to connection. И так интересно, как она с коррекции постепенно переходит к установлению эмоциональной связи с этой девочкой. And she said, we're done, we fixed this. И она как раз заканчивает словами, смотри, мы справились, все разрешилось, все хорошо. There's nothing to tell your mom. Смотри, маме твоей нечего рассказать, потому что ты успокоилась, нам нечего рассказывать твоей маме. We're okay. У нас все в порядке, у нас нет претензий. So again, the issue is with these kids from hard places, remember their brains. То есть, когда мы говорим о детях с трудным прошлым, помните, как работает их мозг. And the goal is that we get them out of their amygdala and into their frontal cortex. Наша задача, чтобы успокоить амигдалу, и чтобы они получили доступ к лобной доле. And until we calm them, we're not going to have any effect with them. И пока мы не сможем их успокоить, добиться какого бы то ни было эффекта, у нас не получится. So the way we kind of gauge how we're going to react with them depends on where they're at on the continuum of regulation. И вот уровень нашего реагирования всегда зависит от той степени, насколько ребенок владеет собой, насколько у него сохранено самообладание. If they're really all regulated and they just did something that isn't right, we simply playfully correct them. Если мы видим, что ребенок просто не послушался, но он еще сохраняет самообладание, мы делаем это в игровой форме. Okay. If they don't respond to that, then we go a little bit more to structure, giving them choices, compromises. Если ребенок не реагирует на игровое вмешательство, мы переходим и устанавливаем структуру. Мы даем ему выбор и возможность выбрать компромисс. And if they don't respond to that, or if they're more dysregulated, then we move to helping them calm themselves. Если ребенок не реагирует, то наша задача на данный момент – это успокоить ребенка. With their help. То есть, безусловно, с его помощью. То есть мы пытаемся ему помочь успокоиться. If they're completely unable to regulate themselves, then we have to regulate them. Если ребенок уже не может никак себя взять в руки, то нам нужно оказать ему помощь и помочь ему обрести это самообладание. Okay? And that can mean if it's a really threatening behavior that we have to remove them, call the police. Если это поведение, угрожающее безопасности самого ребенка или других людей, нам нужно изолировать этого ребенка и вызвать полицию или тех, кто может справиться с этой ситуацией. And if it's just emotionally, then we have to do whatever we know to help calm them. Если мы видим, что ребенок не представляет угрозы себе или окружающим, то мы прилагаем все усилия, чтобы со стороны ему помочь регулировать себя. Does that make sense? Это понятно? Yes. Там вот мне показалось, или вот была фраза детская, говорит, ты меня бесишь. Да, Вот в самом Да, начале. они меня Да. все Вот- бесят. Да. Вот реакция такая, то есть это мы не должны это воспринимать как вот личный разговор счет. с неуважением. В этом моменте как бы мы на это вообще не обращаем внимания. Should we pay attention to a phrase like that, or we shouldn't pay attention? Просто у детей бывает, что вот, Because a lot допустим, of kids say things Yeah. like that. может No. высказать все, что угодно, и не They can знаешь, say как на это. whatever. Иди в свою We don't больницу, know что how ты здесь to- пришла. For example, when I И came вроде back from думаешь, the успокоить hospital, надо, son told me и- to go или back to the отреагировать hospital because I как-то. don't care. Okay, so there's two interesting moments here. Здесь есть два разных момента. Okay, so number one, in this situation, when the girl said she's angry, Dr. Purvis said, good words. То есть, когда девочка сказала, меня все бесит, доктор Перес отреагировала, хорошо, что ты используешь слова. Она сказала словами. So, То есть это вот, да. yeah, so that's the first step. We want the kids to be able to use their words. Первый шаг, мы хотим, чтобы ребенок вместо поведения использовал слова, чтобы сказать нам, что ему надо. Okay? Now, of course, we want them to use those words respectfully. Безусловно, мы хотим, чтобы они говорили с нами уважительно. But if they're out of control, they're not probably going to speak respectfully. Но если ребенок потерял самообладание, говорить с уважением он уже не может. Okay? So that's when we would want to go back maybe after this whole situation was over,
or during our nurture groups and call upon, hey, let's review that. How do we talk to each other with respect? И я бы позднее, когда уже ребенок полностью успокоится, может быть, даже в другой ситуации, на терапевтической группе на какой-то, да, вернулась бы к этому случаю и сказала, как можно было бы это то же самое сказать с уважением. То есть, безусловно, нужно этот вопрос потом решить. So again, when we want to correct them, if they're not in control, we cannot correct them. Если нужна коррекция поведения, но ребенок не владеет собой, коррекция бесполезна, мы ничего не можем сделать, пока не успокоим ребенка. We'll just push them further away. То есть мы только будем отталкивать ребенка еще дальше. They have to be calm in order to receive correction. Ребенок должен быть спокоен для того, чтобы мы могли откорректировать поведение. Now, I'm going to make a distinction between correction and protection. То есть есть две разные вещи. Есть коррекция и есть защита. Okay? Because if they're really out of control and they're threatening someone, we have to be protective. Если этот ребенок просто слетел с катушек и угрожает жизни других людей, то нам нужно защищать ребенка и других людей. Okay? That's protection, but that is not correction. То есть это не является коррекцией, мы просто защищаем. For correction to happen, they have to understand what they've done wrong and how to do it differently, how to do it right. Коррекция заключается в том, чтобы ребенок понял, что именно он сделал неправильно и как ему правильно поступить в такой же ситуации в будущем. And they will not receive that unless they're calm. И они не смогут подумать об этом и запомнить это, если не успокоятся. Because receiving that and understanding that and organizing that is a function of the frontal cortex. Потому что сделать вот эти размышления и подумать об этом можно только, если у тебя работает лобная доля. Если не работает, то все. Okay? Хорошо? Okay, there's two other moments. Еще два момента. Okay, so a very important moment is what our expectations are in terms of the behavior of our kids. Касающиеся наших ожиданий. Какие у нас ожидания относительно поведения детей? Что он будет I don't делать? have anything. No, thank you. Послушно, правильный. Okay, so we make the mistake often of having the expectations, behavioral expectations of the chronological age of our kids. Во-первых, у нас определенные ожидания от детей в зависимости от их возраста, биологического возраста, то есть в соответствии со возрастом ребенка. Okay. Children from hard places, their chronological age or their emotional age is usually a half of what their chronological age is. Дети с трудным прошлым, эмоциональный их возраст – это половина их физиологического возраста. Okay? So if you have a 10-year-old, you're really dealing with a 5-year-old. Если у вас ребенок 10 лет, фактически вы имеете дело с 5-летним ребенком эмоционально. If you have an 18-year-old, very big man, you're dealing with a 9-year-old little boy. Предположим, подросток, 18 лет, огромный уже мужчина может быть, но эмоционально он на уровне 9-летнего ребенка. Okay? So when we set our expectations, we need to remember our kids' developmental history. И когда мы какие-то ожидания имеем от ребенка, очень важно учитывать историю развития ребенка. Okay, remember we talked about if this is a normal trajectory of development, Помните, мы говорили о траектории развития, что если это нормальная траектория развития, and we talked about 6 different risk factors for the kids being with a deficit. мы обсуждали 6 разных факторов риска в жизни ребенка. And we said the more risk factors the kids have, the more serious they were and the longer they had them, the worse their trajectory would be. И чем больше факторов риска было в жизни ребенка, чем длительнее было воздействие этих факторов риска, тем хуже становится траектория развития этого ребенка.
So you need to be aware of their developmental history and where they are. И очень важно правильно оценить историю развития данного ребенка. Then you need to be aware of their recent history. Потом вам нужно оценить вот недавние события, что происходило в жизни ребенка недавно. Did they just have a meeting with their biological mother? Что вот только что, может быть, недавно у них была встреча с биологическими родителями. Did they just fail a test? Может быть, они неудачно сдали экзамен, провалили его. Are they in a fight with their best friend? Или, может быть, только что ваш ребенок подрался со своим лучшим другом. Are they really, really tired? Может быть, ребенок устал. Okay. All of this is going to impact the level of expectations that you should have for their behavior. И все эти факторы должны изменить те ожидания, с которыми вы сейчас подходите к этому ребенку. And then the other factor that you want to add in there is you. Еще один немаловажный фактор – это вы сами. Okay. So are you really, really tired? Если вы, например, очень сильно устали, Did you just have a fight with your spouse? или, может быть, вы только что поругались с супругом, Okay. So all of these factors, their developmental history, то есть, смотрите, нужно учитывать, когда вы свои ожидания формируете, историю развития ребенка, their current history, недавние события, контекст его жизни сейчас and your present состояние. и ваше состояние на данный момент. Okay. And all those together will help you determine what is the level of your expectation. И вот исходя из этих трех факторов, вам нужно сформировать определенные ожидания, чего вы сейчас можете ждать от этого ребенка. So I told you a little bit about one family that I'm consulting with back in St. Petersburg. Есть одна семья в Санкт-Петербурге, которую я консультирую, я вам уже рассказывала про них немного. And the little girl has many sensory issues and learning issues. У девочки проблемы с обучаемостью, у нее проблемы в школе, и у нее проблемы с сенсорной интеграцией. And so the mother, this was the little girl I told you about who gets frustrated. She can't finish her Lego construction every night. Это вот девочка, которая с Лего, что ей мама не разрешала до конца достроить, и вечером нужно было ей убирать все. Okay, and so the mother was also saying apparently she has a pretty big playroom that she has to clean up. И вот мама жаловалась, что у них достаточно большая комната, в которой девочка играет, и нужно убирать все игрушки перед сном. And she throws a fit every night И то есть каждый вечер истерика у девочки, because she can't finish the Legos. потому что она не может закончить свой конструктор Лего. But also the room is too big. There's too much for her to clean up. Сама по себе комната игровая очень больших размеров, и девочке, в принципе, сил не хватает просто ее убрать. And she throws a fit and she rolls around on the floor and throws her legs and her hands. И у девочки вот по полной схеме истерика. Она на пол бросается, ноги у нее ногами сучит, руками, кулаками машет. And she says, I can't do it, it's too hard. И она жалуется, все, не могу, много работы. And I told the mother, she's telling you the truth. И я сказала маме, мамочка, так ты задумайся, может быть, она правду говорит-то. Okay, you need to lower your expectations. Вы пониже ожидания свои сделайте. She cannot do this. То есть ей просто не под силу убирать эту комнату самостоятельно. Okay, according to her age, she should be completely able to do this. Понятно, что физиологический возраст, дети в ее возрасте другие могут убрать эту комнату. She has two younger brothers who are very capable of doing this. У нее двое младших братьев, которые очень быстро убираются в этой комнате. But by her brain, she cannot organize this. It's too much. Но ее мозг не справляется, и он не может организовать это. And so I told the mother, you need to lower your expectations. И я маме предложила сделать ожидания ниже. Give her one little corner, one little shelf that she has to clean. Я предложила, может быть, ты одну полку предложишь ей убрать, или в одну коробку собрать все. We want the kids to be successful so that they will be connected and we help them grow. Если ребенок сможет в какой-то области добиться успеха, у нас сохраняется эмоциональная связь, и в будущем мы сможем помочь ребенку развиваться, расти.
very often we have unrealistic expectations. Зачастую наши ожидания совершенно нереалистичны. Okay? So think about those three factors. Подумайте об этих вот 3 факторах. Okay, and here is the last thing we're going to talk about. И последнее, о чем мы с вами сегодня поговорим. So when we talked about the principles of correcting, Говоря о принципах коррекции, we talked about they need to be action-based, мы говорили о том, что они должны быть основаны на определенных действиях. right? Да? So very often, if it's possible, we want the kids to repeat the bad behavior with the proper behavior. И есть возможность переделки, то есть чтобы ребенок повторил то, что вот он сделал плохо, теперь на этот раз хорошо. So for example, if they have spoken to us with disrespect and we say it again with respect, Например, ребенок неуважительно ответил нам, и мы говорим, скажи то же самое, но с уважением. this is in their action. То есть это конкретное действие, которое нужно ему переделать. The little boy threw the toy, Например, мальчик бросил игрушку вместо того, чтобы ее отдать в руки. and Dr. Purvis asked him, could you do it again and this time give it to her? И доктор Перес как раз говорит, подними игрушку и дай в руки этой девочке. Okay? So if it's at all possible, we call these redos. И мы называем это переделка, чтобы дать возможность ребенку сделать то же самое, но правильно. And again, we do this with a playful voice, not a shameful И voice. очень важно это сделать в игровой форме, не пытаясь ребенка устыдить. And we say, let's try that again. И можно сказать просто, давай попробуем еще раз. Okay? And if you do this enough times, you know, it's very helpful for us as parents. Вы знаете, для нас, как родителей, это огромная помощь, кстати. Okay, so there will be times when I respond to my children in a way that I don't want to respond to them. Но, предположим, я как мама начала разговаривать с ребенком, и я понимаю, что неподобающим тоном, например. And in the middle of my responding to them, I go, oh, I shouldn't have done that. Я понимаю, что в середине речи все, зачем, я не должна была так себя вести. And I can say, okay, you guys, can I have a redo? И я со своими детьми говорю, слушайте, можно я переделаю сейчас, пожалуйста? Turn around Я отворачиваюсь, and do it again. и снова то есть каким тоном я буду это говорить. Okay? So you can begin to use this with them and they see you do it and they'll be much more likely to И do it. если они увидят, как вы пользуетесь способом переделки, они готовы будут то же самое сделать по отношению к вам и воспользоваться этим вторым шансом. Now, sometimes the teenagers, they might feel that this is shameful. Иногда подросткам стыдно переделывать. And so you can just ask them to tell you how they would do it differently. Иногда подростка можно не просить показать, как он сделал бы по-другому, а просто расскажи, а как ты бы сделал это по-другому. Okay? So you have to read the kid and the situation, whether or not they would receive То this. есть обратите внимание на то состояние, в котором сейчас ребенок находится. Он отреагирует правильно на ваше предложение переделки, или ему нужно проговорить просто словами и не заставляйте его переделывать. Okay, so we're going to watch one last clip. This is it. I hope you can see it. То есть я надеюсь, что вам удастся увидеть этот видеоролик. Okay, it's Lena's favorite clip and my favorite То есть clip. это наш вот любимейший вообще видеоролик из всех вообще, которые у нее есть. А можно воздуха дать немножко? Да, Can you give, можно. oxygen? Okay. Okay, so this kind of puts everything together. На самом деле на этом примере вы увидите, как все принципы работают вместе в одном ребенке, как она показывает, как это все работает. Собираю по частям называется. Часть первая. Алексис, подойди ко мне, пожалуйста. Алексис, подойди, пожалуйста, ко мне. Алексис. She's completely ignoring her. Она вообще не обращает внимания, она игнорирует. Алексис, посмотри мне в глаза. Нельзя меня игнорировать, когда я к тебе обращаюсь. Если я попросила тебя подойти
и ты не хочешь делать то, что я тебе говорю, то попроси компромисса. Я хочу кино! Я кино. Нужно с уважением. Я попросила тебя подойти, ты ушла от меня. Вот смотри, я сейчас пойду на место, я позову тебя к себе, и ты придешь ко мне и попросишь вежливо, можно я пойду смотреть кино? Ты поняла, да? Уважительно. Да. Yes, что? Как? Что, да? Да, миссис Первис. Молодец, да, миссис Первис. Так, давай, отходи, я тебя буду звать, и ты вернешься. Алексис, подойди ко мне. Ну, это не очень уважительно, конечно. Ну, хорошо, спасибо. Послушай, хочешь компромисс? Расскажи мне, что происходит? Я хочу смотреть кино. Посмотри на меня. Я тебя слушаю. Я тебя слушаю, ты уважай меня, слушай меня. Что ты сейчас должна делать? Рисовать, да? У вас урок рисования? Смотри, ты хочешь сейчас порисовать, потом посмотреть кино, или сначала пойдешь в кино, смотреть, потом пойдешь рисовать? Ой, смотри, прости, ты упала? Ты все в порядке? То есть я могу не рисовать? Нет, ну мы можем с тобой вместе порисовать. Я не хочу рисовать. Ты не должна. Я правильно тебя понимаю? Можно я выключу свет? Ой, спасибо, что спросила. Конечно, выключай. Ой, темно. Слушай, сейчас заснуть, смотри. Давай мы сейчас еще раз отрепетируем. Ты уходишь, я тебя зову. Алексис, иди ко мне. Вот чего я ждала все это время. Да, отлично. Иди смотри кино, и потом вернешься, будем разрисовывать. Could you see it? То есть вам видно было хоть что-нибудь? Да. Okay, so this girl, she's a 14-year-old girl from the inner city. Девочке 14 лет, она живет на окраине очень большого города. She's from a very tough place. Она из очень трудного района. And she's used to just doing whatever she wants. И она привыкла, что она сама решает, что она будет делать. And she left one of the rooms and she just walked out. Она ушла с занятия, просто перешла в другую комнату и стала заниматься своим делом. Where they were watching a movie. И она пришла и села смотреть кино, мультики там смотрели. And Dr. Purvis went after her and said, "Hey, Alexis, you come back, come back." И миссис Первис заходит в комнату и зовет: Алексис, подойди ко мне. I don't care what you're saying. She just completely ignored her and sat А there. она ее игнорирует, идет и садится смотреть кино, прямо намеренно. So Dr. Purvis was direct, immediate and direct. She went to her. То есть миссис Первис, она незамедлительно действовала, и она отреагировала на ребенка, то есть она пошла к ней. So she did get on her level, but not entirely. То есть вы заметили, что она наклонилась к ней, но не полностью. Она все-таки была чуть-чуть повыше. Она свысока с ней разговаривала. Okay? And she said, "It's not okay to ignore me." Нельзя меня игнорировать. Она как раз, это первая фраза, которую она говорит: нельзя меня игнорировать. Okay? And she got right in the girl's face. И она прямо ей в лицо глядя сказала это. And the girl said, "I'm watching a movie." И девочка говорит: я же тут кино смотрю. And she said, "Let's try that again with respect." И доктор Пресс говорит: давай то же самое, но с уважением сейчас репетируем. She said, "I'm watching the movie." И она говорит: я кино смотрю. And she said, "But you can't leave the room without asking me." А миссис Перс говорит: но нельзя без разрешения уходить в занятия. And she said, "And you can't ignore me when I'm talking to you." И нельзя игнорировать меня, когда я к тебе обращаюсь. Okay, so she's setting the structure. То есть она правила напоминает и структуру устанавливает, в пределах которой она будет в безопасности. But then she was very nurturing. She said, "I'm gonna listen to you." Но потом она проявляет заботу. После этого она говорит: я хочу тебя услышать. But you need to give me words. Но ты должна словами мне сказать, что ты хочешь. If you want to compromise, you need to ask me. Если ты хочешь другой вариант, попроси меня о компромиссе. And she said, "Okay, we're going to do this again. We're going to do the redo." И она говорит: хорошо, сейчас у нас будет переделка. Okay? And so she said, "Come on. I'm going to go back to the door, and you're going to pretend to ignore me, and I'm going to call you, and you're going to come." И она говорит: хорошо, давай сделаем так. Я ухожу обратно на свое место.
ты возвращаешься, я тебя, и делаешь вид, как будто бы ты уходишь, я тебя зову, ты возвращаешься, и мы с тобой обсуждаем. Okay. Every single person that has done this training with her, the first time we saw this, we thought there is no way that girl's coming back. Кстати, первый раз, когда я видела эту запись, я подумала, когда она ей говорит эти слова, я думаю, девочка не поднимется с места, она не сдвинется с места, чтобы что бы то ни было изменилось. And she did. Вы знаете, удивительно, что девочка-то встает. Она причем сразу за ней, по-моему, Yeah, пошла. she Она followed her зачем- right away. Yes. Она уже за ней пошла. Yeah, and I think it's that combination of structure and nurture. И вот эта комбинация заботы и структуры, она реально работает. And so the girl did the redo, То есть девочка переделку сделала, but she didn't do it very good. она не очень хорошо получилась у нее. And so Dr. Purvis said, okay, that's not completely respectful, but okay. То есть доктор Первис оценивает и говорит, ты знаешь, конечно, не идеально, но нормально, сойдет. So she met her halfway. То есть они на компромисс пошли и посерединке встретились. And then she started talking. She said, tell me what's going on with you. What do you want? И Use your она words. начинает задавать вопросы и спрашивать, в чем проблема, в чем причина, что происходит, скажи мне словами. And so then she began to talk to her. I want to watch the movie, but I want to color. And they found a compromise. То есть, и она говорит, я хочу смотреть кино, а у нас сейчас занятия по рисованию. And so when they were talking, the little girl, you know, she's kind of looking around. And she says, can I turn the lights off? И вот миссис Первис с ней разговаривает, пытаясь выяснить ситуацию, а девочка так, в принципе, смотрит по сторонам и видит выключатель и спрашивает, можно я выключу свет? Okay. Now think about this for a moment. In that room were probably 40 other kids. То есть представьте ситуацию, там в этой комнате находится человек 40 детей. Okay. They're coloring, they're doing activities, they're watching movies. То есть у них занятия по рисованию, кто-то там смотрит фильм, то есть у них у каждого свое дело. Okay. Now, if she had asked me to turn off the lights, Если бы девочка Алекса спросила меня, можно ли выключить свет, or if she asked you, what would you have said? или вот кого-то из вас этого она спросила бы, вы что бы ей сказали? Нельзя, там же детки. Там же другие дети, ты чё? Exactly. Okay. Да, мы That's все what I- реагировали бы одинаково. Okay. She said yes. А она говорит, да, She конечно. said yes. Она говорит, да, она соглашается. Okay. And you can't see it here, but if you see the clip, when the girl turned around, she had this huge smile on her И face. вы знаете, там не видно, но на самом деле девочка, когда к ней оборачивается и выключается, у нее такая улыбка просто во все лицо. Девочка счастлива до безмерности. She completely changed. То есть у нее изменилось отношение коренным образом. And so Dr. Purvis notices this and she says, let's try the redo one more time. И доктор Первис видит, что она улыбается, и она говорит, а давай переделку сделаем еще лучше. And she did it absolutely wonderfully. И девочка идеально все переделывает и делает так, как надо. And then they high-five. То есть они расстались прямо на высокой ноте. You see the girl walk back. She's feeling so content. И знаете, девочка, когда уходит, у нее расслаблены плечи, она довольна. Okay? So this is all of the things that we've talked about all together. И вот все, о чем мы говорили эти 3 дня, вот в одном видеоклипе. Okay? And again, the importance of yes. И как важно нашим детям слышать «да». So, you have made it. I congratulate you. Ну что, я поздравляю, вы выжили, друзья. Лена, а можно вопрос? Вот в этом лагере они находились у доктора Первис насколько длительное время или периодически? То есть терапия сколько длилась? Come on a regular basis. No, it's every summer for 2 weeks. То есть ежегодно летом 2 недели лагерь идет. То есть и дети, вот, ну, к примеру, вот эта последняя Алекс, она не первый раз у нее была. Is it first time they're at the camp? Yeah, this is the first time. Нет, это первый раз девочка в Первый лагере. раз? Yeah. Да. I mean, that's probably not the first day, То but есть it's я the думаю, что first это не camp. первый день лагеря, Ну да, я да. думаю, что она в первый раз вообще попала в лагерь, это Алекса. Yeah. So I want to mention in the back of your book there is a list of resources. На последней вот странице у вас есть список литературы. Most of these, unfortunately, are in English. К
К сожалению, большинство литературы пока еще все на английском языке. But there might be some in Russian. Может быть, какая-то литература есть по-русски, кстати, здесь. So we are actually working right now on translating all of the videos in Russian. Сейчас работает целая команда, она переводит все видео на русский язык. Okay, and several of these books we're working on getting them translated И as well. несколько книг тоже сейчас переводятся, к концу года должны быть готовы. So the goal is within 2 years that everything will be И translated. цель такая, что через 2 года все материалы полностью будут в переводе на русском языке. Можно вопрос? Yes. Вы говорили о эмоциональной поддержке, о поддержке и коррекции детей, о поддержке матерей, отцов. Но у них же тоже вот этот момент рассматривается согласно этой терапии. Есть что-то для взрослых, для педагогов, которые стали You know, the principles are actually the same. А принципы те же самые на самом деле. То же Yeah, the самое, да. principles are the same because this is how we are as people. This is what we all need. То есть мы устроены как люди одинаково, то есть это наши нужды, они примерно одинаковые. Yeah. So the principles are the same. Принципы те же самые на самом деле. Да, вопрос. Я хотела бы спросить, есть вообще возможность избавиться от воровства? То есть от привычки воровать? Okay, I will tell you that the biggest reason that they steal is because they don't hear yes. Я могу сказать, одна из причин, по которой дети воруют чаще всего, они недостаточно слышат «да». Okay, so again, deep in their soul and their heart, they don't believe that if they ask you for something, you're going to say yes. Глубоко внутри у них есть сомнение, что вы согласитесь, если они чего-то у вас попросят. Now, of course, especially if you're dealing with teenagers, they might be asking for a $700 phone. То есть понятно, что с подростками у них такие нужды могут быть, как требуют iPhone за $700. Okay, and so yeah, they have good reason to think we're going to say no. И понятно, почему они сомневаются, что мы согласимся им дать такой телефон. But if we say enough yeses in other places, then this calms down this. Но если мы достаточное количество раз будем говорить «да» им в течение жизни, то в данный момент они смогут воспринять «нет». They don't know how to say, they don't know how to receive no because that's all they hear. Они, в принципе, не могут правильно принимать «нет», потому что они все время слышат «нет». And they don't believe that anyone else can really pay attention to their needs. Зачастую они сомневаются, что людям важны их нужды. Okay, so this is a Можно very... еще уточнить? Yeah. Дело в том, что, например, дома не воруют, а воруют только в школе. Yeah, it's the same. They're stealing things that they want. То есть они воруют то, что им хочется, и что им надо. And so they don't believe that they can simply ask for their needs and get those met by asking for them. У них есть сомнение, что если они словами скажут, то отреагируют положительно на их просьбу словесную. So they'll use their hands. И поэтому они используют руки. Okay? So again, they have to learn to trust that we will meet their needs. Во-первых, нужно, чтобы они доверяли и думали, что мы удовлетворим их нужды. Now again, this is a very important moment, so it's a great question. Хороший очень вопрос, потому что есть еще несколько моментов важных. Because when we say needs, То есть, когда мы говорим нужды, okay, we as parents think, what do they need? мы как родители думаем, хорошо, что нужно моему ребенку? They need clothes, То есть, так, одежда нужна, they need food, нужна еда, they need their school books, нужны учебники, they need a shelter, нужен какое-то место для где-нибудь спать. and that's all they need. И все, нужды на этом ограничиваются с нашей точки зрения. Okay, so I might put needs/wants, То есть, если сказать нужды, ну, желания, okay, and we have to think to realize where they've come from. то есть очень важно понимать, откуда пришли наши дети, с каким багажом.
Okay, so when a baby cries, they don't only cry because of food and clothes. They cry when they're bored. Когда дети плачут, они плачут не обязательно от голода или холода или жажды. Они могут плакать, потому что им скучно. Okay, they cry at the most inconvenient times. И обычно плачут, конечно, застает нас в самое неудобное для нас время. Okay, so this little girl turning off the light, was that a need? То есть вот включить-выключить свет, это была нужда для девочки? Видимо, да. No. Да нет, это не нужда. Да ей просто ей было скучно. Yeah, Ну, как проверка, наверное, может Ну быть. да, Привет, да. тест. yeah, right. And so we need to say yes whenever we can, and give the kids things that maybe they don't need. И если мы будем говорить «да» достаточно часто, и не обязательно только на нужды, потому что понятно, что не всегда им нужны какие-то вещи. Но если мы можем соглашаться и говорить «да» будем на эти вещи, And we need to think about where can we say yes, where do we need to draw the line and say no. нам, конечно, важно оценить, вот где нам нужно провести черту, где говорить «да» всегда, а на что мы согласиться не можем. Okay? So my youngest daughter, again, she is in fashion. That's what she studies. То есть моя младшая дочь, например, изучает моду. Okay? And so for her, she loves manicures and she loves cosmetics. То есть для моей младшей дочери самое важное это маникюр и все возможные украшения. For me, it is so stupid. Для меня это вообще не нужда никакая. Okay? It's a total waste of money. Мне кажется, что это вообще просто ерунда, и не стоит на это расходовать деньги. Okay? Does she need those things? То есть она нуждается в этом? Absolutely not. Да нет, она без этого проживет. Okay? But when she asks me if I will pay for a manicure, Ну, например, если она просит меня, мамочка, ты можешь платить за маникюр? okay, if she doesn't ask me every month, Если, конечно, она не будет спрашивать меня каждый месяц, the answer is yes. то есть я соглашусь оплатить ее маникюр время от времени. Okay? Because I want to build trust, I want to build a connection. Even though she has her own jobs, У нее есть свои работы, где она зарабатывает деньги, но я при этом хочу сохранить с ней эмоциональную связь. okay? So we need to think about where can we say yes. If she asked me every month, I would make a compromise with her. То есть если бы она мне каждый месяц просила деньги на маникюр, я бы, конечно, попросила компромиссного решения. I would set a structure and say, honey, I'll pay for you for 2 times a year. То есть я бы какую-то структуру установила, сказала, ну давай 2 раза в год я готова оплачивать маникюр. Okay? So I'm saying no without really saying no. То есть я на самом деле не отказываюсь, но я отказываю. Спасибо. Okay, relax, enjoy the rest of the weekend. Thank you so much. Oh, Olga, Ольга, yes. вы даже хотели выступить. Самое время 5-минутный перерыв сделать. Хорошо, чай попить. Хорошо, да. 5 минут